Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим об использовании дельта-фильтра для того, чтобы можно было создать уменьшенные варианты наших цифр. С простым смещением обычных цифр и превращением их в минускульные мы закончили, а вот с цифрами 1, 2, 4 и 0 нам придется немножко повозиться, поэтому я отмечу их красным цветом, и мы начнем с единицы. Открываю ее. И видим обычную единицу обычного размера. И рядом я поставлю еще цифру 1, чтобы видеть изменения. Она у нас добавлена не в виде компонента, а в виде элемента референса. Поэтому если я что-то в ней изменю, то это изменится и в оригинальной цифре. И поэтому если я ее опущу, она у меня тоже изменится. Это нужно учитывать. Поэтому контур тулом мы здесь не пользуемся. Мы с вами выбираем элемент тул. Он позволяет нам сместить сам бокс, в котором находится этот элемент, но не его содержимое изменить. Поэтому я беру, выделяю элемент тулом этот элемент и жму Ctrl вниз. Раз, два. Она у меня опустилась на 200 юнитов и стала высотой с строчную букву. Рядом поставлю, например, букву N, чтобы точно видеть, какая у нее высота. Нам нужно сделать так, чтобы она теперь была на базовой линии. Для этого нам нужно сделать вот что. Нам нужно навесить на нее дельта-фильтр. Элемент, дельта-фильтр. Она у нас сместилась. Почему? Потому что мы забыли разгруппировать. Нам нужно это сделать предварительно на каждом из слоев. Поэтому я выбираю Ungroup. Ungroup. Ну, в общем, я это все представим, что сделали. Почему это у вас, скорее всего, не произошло? Потому что у меня в оригинальной цифре 1 есть стикер с подсказкой. Я уже не помню, что именно это означает. В данном случае, скорее всего, то, что расстояние здесь 120 юнитов, но это не столь важно здесь на самом деле. Важно то, что когда есть несколько элементов в оригинальном глифе, который мы копируем, он у нас сразу группируется. Поэтому такие вещи нужно разгруппировать, чтобы у нас не было потом никаких проблем. В общем, я ее разгруппировал, и теперь смогу на нее повесить дельта-фильтр. Вот я его добавил, и теперь мне нужно снова элемент тулом опустить ее. Вот она у меня на высоте 500. И приподнять вот это. Она у меня уехала. Почему? Потому что у меня не закреплены вот эти точки. Ставлю и еще раз кликаю. Угу. Нужно теперь каждую из них. Так, вот что мы сделаем. Отменю и заново повешу сюда дельта-фильтр. И теперь, прежде чем их сдвигать, я сразу поставлю квадратные узлы. И вот теперь, когда я буду поднимать, у меня ничего никуда не изменится. В общем, делаем то же самое со всеми слоями. Только предварительно их нужно опустить. Ага. Вот так. Я спустил не то, что нам нужно. Нам нужно дельта-фильтр, а не его содержимое спускать. Опустил. Выделил все узлы. Поставил квадратные узлы. И приподнял. В общем, по такому принципу мы делаем цифры. Теперь перейдем к двоечке. Там чуть посложнее. Открываем ее. Рядом ставим двойку. И, допустим, рядом поставим букву О. Она у нас круглая, и нам нужно учитывать вот этот овершутинг, который у нас есть и здесь в том числе. Она у нас добавилась также группой, поэтому мы ее элемент тулом разгруппируем и сделаем это на всех слоях. И теперь, так как это у нас элемент референс, видите, мы на нее вешаем дельта-фильтр. И вот тут все немножко сложнее будет, потому что места у нас мало. И это, конечно, будет деформировать контур. Но сделаем все, чтобы это происходило наименьшими потерями. Фиксируем нижние точки. Фиксируем верхние точки. И теперь попробуем вот это все опустить. Так. Ну, получилось не очень хорошо, но что поделать. Теперь выделяем вот эти два узла и опускаем их, но уже не на 200, а чуть-чуть поменьше. На 150, допустим, потому что в оригинале у них очень много места здесь.
открытого. Нам нужно здесь его тоже сохранить. И теперь сделаем то же самое с вот этими узлами, которые у нас вот здесь находятся. Они сильно деформировались. Кликаю. Кликаю. Нам нужно их сместить. И сделать это равномерно. В общем, здесь, конечно, придется повозиться. Немножко вот это опустить, чтобы толщина у них была примерно одинаковая. Вот это. Так. Может быть, вот это приподнять. В общем, задача нам по возможности сделать цифру размером с минускульную, но при этом, чтобы у нее и рисунок не сильно деформировался. С такими толстыми сложнее это будет сделать, с тонкими гораздо проще. Так, вот тут вот. Она, видите, начинает уезжать, поэтому нам ее тоже придется активировать и вручную их уже опустить, чтобы они никуда не смещались. Но они все равно немножко смещаются, поэтому нам нужно превратить их в круглую точку жирную, чтобы они у нас не уезжали сильно. Поэтому делаем вот так. Выделяем узлы. Ну и примерно как-то так у нас получается. К чему это вообще все нужно? А нужно это к тому, что если я вдруг захочу поменять внешний вид вот этой двойки в минускульных, как видите, у меня это тоже происходит. Поэтому возвращаем все обратно. Ну и по такому же принципу мы делаем все остальное. С четверкой у нас есть небольшое отличие. С ноликом все достаточно просто. Добавляем сюда элемент reference, zero во все мастера. Точно так же его нужно разгруппировать, как и на всех мастерах. Теперь нам нужно его свестить не на... А в принципе можно и так. Сделаем. Добавим сюда дельта фильтр, фиксируем нижние, выделяем верхние и делаем двойной клик. Теперь они у нас сместились за счет интерполяции, вот эти узлы у нас тоже сместились, и получилась вот идеальная цифра 0, только по высоте строчных символов. Вот мы смотрим, она не сильно отличается от буквы О. Единственное, что меня смущает, что здесь из-за того, что не совсем правильная, ну точнее изначально это овальная была, вот здесь у нас чувствуются вот такие наплывы, утолщения. Поэтому такие вещи после того, как мы уже закончим делать этот шрифт, нужно будет отредактировать. Я для этого здесь сделаю себе стикер. Так, где у нас тут стикеры? Вот, добавляем стикер. Можно даже сделать стикер. Так. Вот мы его переместили, и теперь я могу вот так его направить и написать здесь так, это неудачно, вот так и вот так. Все. Добавим здесь еще, чтобы оно побольше было. Все, теперь, когда я буду ее разбирать на этапе уже перед экспортом, я увижу, что здесь мне нужно поправить усы. После того, как я разберу этот фильтр и превращу его в обычный символ, чтобы вот эти наплывы, которые у нас здесь утолщения получились, которых нет, например, в букве О, мы смогли отредактировать вручную. Ну и вернемся к четверке. С четверкой тут немножко поинтереснее. Здесь мы можем добавить также четверку. И можем ее также опустить на 200 юнитов. Сейчас я ее разгруппирую. Стикер удаляем. Раз, два. И мы видим, что она у нас опустилась на 200 юнитов. Все как полагается, на нужной высоте и на минус 200 снизу. Но вот эта часть, она у нас лежит не на высоте прописных. Да, точнее, не на базовой линии. Если посмотрим сюда, то мы увидим, что двойка и четверка на одной высоте находятся. Нам нужно это повторить и здесь. Поэтому мы здесь тоже вешаем дельта фильтр. Я фиксирую
Да, в принципе, сразу все фиксирую, чтобы никуда ничего не съехало. И просто ее приподнимаю. Приподнимаю, но проверяю, чтобы эта высота была базовой линии. Вот, сделаем то же самое в жирном начертании. Опустим элемент тулом. Видим, что здесь очень сильно пришлось ее, ну, точнее, очень сильно она опустилась, поэтому нам нужно это компенсировать. Я ее разгруппирую, удаляю стикер, контур тулом белой стрелкой вешаю сюда дельта фильтр, ставлю, фиксирую все точки, теперь просто приподнимаю. Вот здесь все четко. Смотрим сюда. Возможно, из-за того, что у нас вот в четверке больше белого пространства, нам нужно здесь чуть-чуть это дело уменьшить, чтобы вот этот вот цветовой проем немножко осветлить. Я на пару юнитов опущу здесь и на пару юнитов сдвину здесь. Ага, теперь у меня вот это съехало, поэтому я ее фиксирую. Здесь фиксирую. Здесь. Все остальное вроде не съехало. В общем, я ее немножко осветлил, эту часть, чтобы компенсировать то, что здесь у нас мало белого. И, в принципе, вот так четверка у нас получилась. У нее, конечно, длинный получился хвост, но в целом зато она лежит на одной и той же высоте, что и, например, все прописные и какие-нибудь строчные, потому что если мы это уберем, смотреться это будет странно. Вот я возьму сейчас, уберу отсюда фильтр, и вот так это выглядит. Она сильно выбивается, это, в общем, не очень красиво. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы она выглядела на одном уровне со всеми символами на базовой линии. В ходе этого урока у нас получилось два комплекта цифр. Это обычные цифры высотой с прописные знаки, они же называются маюскульные, они же называются пропорциональные, потому что у них разная, как видите, ширина в зависимости от того, какие пропорции у оригинальной цифры. И точно такие же, но высотой со строчные символы, которые называются строчильные, либо они же минускульные цифры. Вот. Делается это буквально за секунду, поэтому комбинируя техники автолейеров, смещая ниже-выше существующие символы, и дельта-фильтр, когда мы можем немножко что-то поджать, подредактировать, при этом не разрывая связи с оригинальной цифрой, мы можем достаточно быстро, там, за пару кликов это все собрать, и, как видите, много там навыков, много времени на это потратить не понадобится. Но такие цифры, как видите, бывают достаточно интересны и могут добавить цены к вашему шрифту, поэтому не ленитесь, добавляйте, вещь элементарная и очень полезная. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит, я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayer и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.